Собирай свои вещи и уходи из дома. Я не хочу тебя больше видеть. Мать протянула дочери несколько смятых купюр. Сама понимаешь, денег нет. Мне скоро рожать. Мама, я не понимаю, что происходит. Почему ты меня выгоняешь на улицу? Больше сдерживаться было невыносимо, и Катя разрыдалась. Куда я пойду? Меньше бы хвостом перед Сергеем крутила. Ты прописана в доме бабушки. Вот и поезжай туда. Это ведь глухая деревенька. Мама! Катя сделала попытку обнять мать, но та резко отпрянула, и девушка упала на пол. «Убирайся вон, дрянь! Ты мне не дочь!» Катя жила всю жизнь с мамой. Отца она своего не знала никогда. Как сказала мама, он убежал, только узнав о ее беременности. Оба они тогда были молодые и не думали о последствиях. Бабушка сразу сказала, чтобы Жанна об аборте и не думала. Родилась Катя, и бабушка помогала ее растить. Хлопот дочка не доставляла, и все у них было тихо и мирно. С мужчинами у Жанны не складывались отношения, но она и не переживала. А может, только вид делала, размышляла Катя после этого диалога. 2 года назад в их семье появился Сергей, который был младше матери на 9 лет. Катя поражалась, чем этот красивый молодой человек, без высшего образования, к тому же безработный, смог заинтересовать ее мать. Может быть, только и тем, что был красив собой. Ведь больше никаких достоинств у него не было. Сергей не просто влюбил в себя Жанну, но и виртуозно манипулировал ею, как будто дергал за веревочки и велел делать только то, что прикажет он. Со временем мать уговорила дочь выписаться из квартиры и прописаться в доме, который достался матери по наследству от бабушки. Мать плакала и долго объясняла Кате, как много денег уходит на коммунальные платежи, а ей нужны деньги на лекарства, и дочь согласилась с доводами матери. С первого дня появления Сергея в доме между падчерицей и отчимом были натянутые отношения. Катя отчетливо понимала, что Сергей не тот человек, за которого себя выдает, но мать ничего не хотела слушать. Девушка несколько раз видела Сергея в кафе с молодыми девушками, но все попытки рассказать матери об этом заканчивались криком. «Хватит врать! Пойми, я тоже имею право на женское счастье и любовь. Из-за твоих обвинений и придирок Сергей скоро меня бросит». И вот теперь ее просто выставили из дома. Катя понимала, что без Сергея тут не обошлось, да еще гормоны у матери из-за беременности. Вот на этом он и сыграл. Хотя, может и нет, ведь особой любви мама никогда не показывала Кате. Вот бабушка ее любила, а мама... Жанна просто выполняла обязанности матери. И на этом, пожалуй, все. Тяжело было Кате, когда бабушки не стало, но она уже была не маленькой. Бабушка научила ее всегда думать своей головой, а не полагаться на помощь. Так Катя сама и институт выбрала. Когда поступила, мама просто кивнула в знак одобрения. Катя мечтала, как устроиться на работу после института и заживет отдельно. Но жизнь распорядилась по-другому, и жить отдельно ее отправили раньше, да еще и в деревню. А ей ведь учиться в городе надо. Общежитие посередине учебного года ей никто не предоставит. Мысли девушки были наполнены мраком и безысходностью. Всю ночь Катя бродила под дождем по городу, а наутро наткнулась на полуразвалившееся здание. Укрывшись от дождя, она моментально заснула, устав от потрясений и стресса. Уже почти в обед девушку разбудил звонок. «Катька, ты где? Мэм рассказала, что если ты сейчас же не появишься на занятиях, она тебя не допустит до экзаменов». «Вить, меня мать выгнала из дома. Идти мне некуда», — произнесла Катя, глотая слезы.
Я тут в каких-то развалинах ночевала. Замерзла жутко. Оглядись вокруг и назови адрес. Я сейчас же приеду. Пока ждала Виктора, огляделась. Если бы не обстоятельства, то она к этому зданию даже не подошла бы. Хорошо, что была тут одна. Быстро вышла на улицу, испугавшись, мало ли кто придет, ведь в углу валялись какие-то тряпки. Витя приехал быстро. Он обнял девушку, посадил в такси, и они поехали к нему домой. Кате было страшно и неудобно, но выхода другого не было. Мать Виктора разбудил приглушенный разговор в прихожей. «Проходи. Да ты не бойся. Катюха, мама у меня классная, все поймет. А потом мы вместе обязательно что-нибудь придумаем». Ольга Владимировна вышла в коридор. Промокшая до нитки Катя виновато смотрела на женщину. Быстро справившись с удивлением, женщина спросила: «Что же вы на пороге стоите?» Она сбегала в комнату, принесла теплый халат. «Иди в душ, а потом проходи на кухню, я горячим чаем напою». Ольга Владимировна слушала историю Кати, и сердце щемило от нестерпимой боли. А еще материнское сердце подсказывало, что это именно та Катюша, про которую восторженно рассказывал сын, и при этом у него предательски дрожал голос. Первое время Катя все ждала, что мама одумается, позвонит ей, позовет обратно домой, но чуда не происходило. Несколько раз девушка ездила к своему дому, смотрела издалека на маму, держась рукой за сердце, так и норовившая выпрыгнуть из груди, а потом прибегала и звонила с домашнего телефона в надежде услышать родной голос. Катя никак не могла смириться с мыслью, что мама могла так с ней поступить, променять ее на чужого человека. Ведь такого не бывает. И это мужчины могут забыть о детях, но не матери. Боль отпустила лишь после того, как она случайно услышала разговор Виктора с матерью. «Я ездила, сынок, к ним домой. Катина мама даже не стала со мной разговаривать. Не понимаю, как можно променять родного ребенка на мужчину? Я оставила Жанне Петровне свой телефон. Вдруг одумается. Ведь такая чудесная девочка у нее. Я всегда мечтала о такой дочке». «Мам, Катюша скоро будет твоей дочерью». «Ну, не совсем дочерью». Из кухни раздался радостный смех Виктора. Ольга Владимировна давно понимала, что не просто дружба связывает Виктора и Катю, а как только получили дипломы, молодые расписались. Катя отправила маме пригласительное на свадьбу, но та не пришла. Они скромно, но весело посидели в кафе с друзьями, а через месяц переехали в соседний регион. Там дядя Виктора жил и смог помочь им с работой. Спустя год у них родился чудесный сынок Илюша. Ольга Владимировна часто приезжала к ним в гости. Каждый раз смотрела и была только рада, что тогда на пороге их дома появилась эта чудесная девушка. Все у нее получалось. И дома порядок, и работа хорошая, где ее ценили. Катя перестала думать о матери. Когда родился сынок, хотела позвонить, а потом подумала: зачем? Ведь если бы мама хотела наладить отношения, то связалась бы с Ольгой Владимировной. А потом заботы о сыне, об устройстве своей квартиры заняли все ее мышление. Виктор во всем помогал. Живи да радуйся. Зачем прошлое ворошить? А сейчас уже задумываются о том, что Илюшке нужен братик или сестричка. Он сам спрашивал у родителей, почему он один. Он много о чем спрашивает, но этот вопрос все чаще. Сегодня у них выходной, в планах прогулки в парке и веселье. Недавно Виктор закрыл очень успешный договор, и ему выдали внушительную премию. Есть что отпраздновать, и день можно просто бездельничать. Они это заслужили. Тут раздался звонок телефона. Звонила Ольга Владимировна. Катя обрадовалась.
Хотелось поделиться новостями, но свекровь начала разговор первой. «Катюша, дочка, я не знаю, как тебе сказать». Она тяжело вздохнула, и Катя начала волноваться. Мало ли что со здоровьем Ольги Владимировны, ведь было слышно, как она вздыхает, и ощущение, что не может подобрать слов. Ольга Владимировна действительно не знала, как сказать. Сделала глубокий вдох, выдох и продолжила. «Катя, твоя мама тяжело больна. Она осталась одна. Сестру твою опека отправила в детский дом. Мне об этом соседка сообщила». Свекровь говорила, стараясь проглотить огромный комок в горле. Ей мой номер Жанна Петровна дала. Для меня не существует этого человека. Мать сама отказалась от меня, выгнав 6 лет назад из дома. За все это время она даже ни разу не позвонила мне, не поинтересовалась, жива ли я. Катя хотела продолжить список того, что не делала ее мать, но Ольга Владимировна перебила. «Катюша, ты успокойся и все хорошенько обдумай. Эта обида отравит всю твою жизнь, так и будет сидеть острым гвоздем в сердце». Кате уже не хотелось никуда идти. Хотелось кричать громко-громко. Но подбежал Илюшка, и она улыбнулась. День провели отлично, но Виктор видел, что жену что-то беспокоит. Вечером, когда сын уже спал, они смогли спокойно поговорить. Говорили практически до утра. Через 2 дня Катюша с сыном мчались на поезде в родной город. Оставив внука свекрови, Катя сразу поехала к маме домой. С приближением к дому внутри нарастала дрожь. Вот он, до боли знакомый двор, бабушки на лавочках. Катюша посмотрела на родные окна, не решаясь войти в подъезд. «Вы к кому?» Седая старушка с интересом разглядывала молодую женщину. «Катенька, ты?» «Я, баб Маша. Не знаете, где мама?» «Как не знать? Уже месяц в онкологии лежит. Все тебя ждала, в окно смотрела, плакала постоянно. Я по-соседски каждый день к ней заходила. Ты прости ее, девонька, для себя прости, чтобы не мучиться потом». Катя сидела в больничном холле, ожидая, когда к ней выйдет мама. Она не сразу узнала в худенькой, седовласой женщине свою мать. Катя на всю жизнь запомнила этот взгляд, наполненный болью и отчаянием. Она еле передвигалась, и ей помогала медсестра. «Пришла», — еле произнесла Жанна. Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез у матери иссякли. Обессиленная, она села на кушетку, привалившись к стене. Слов больше не было. Их забрала бесконечная боль. 2 самых родных человека молча смотрели друг на друга и не могли насмотреться. «Боюсь спросить, дочка, ты меня когда-нибудь сможешь простить?» «Уже простила, мама». В груди у Кати что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось жгучими волнами. Больше свою мать Катюша не видела. Ольга Владимировна позаботилась о похоронах. Она и Кате сказала, только когда уже были поминки. Катя была ей очень благодарна. А через месяц они с Виктором забирали из детского дома маленькую Надежду. «А ты правда моя сестренка? И ты меня не отдашь больше в детский дом?» «Конечно, не отдам». Подхватывая малышку на руки, смеялась Катя. «Теперь у нас все будет хорошо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.